Правда ли, что в Польше запрещены аборты, а более 30% поляков живут за границей? Где произошла самая большая подводная свадьба и какие поляки изменили мир? В этом видео вы узнаете 25 малоизвестных, но интересных и шокирующих фактов о Польше. Без лишних слов, начинаем. Самый узкий дом в мире находится в столице Польши, и выглядит он вот так. Самая широкая часть полупрозрачной конструкции без окон составляет всего 122 сантиметра, а самая узкая всего лишь 70. В Польше запрещены аборты. Да, это действительно так. Аборт разрешен только в двух случаях: когда беременность представляет угрозу жизни беременной или если беременность наступила в результате незаконных действий. Более 30% поляков живет за границей. В Польше проживает почти 40 миллионов населения, еще 20 миллионов живут в других странах. И этот факт делает поляков одним из самых рассеянных народов в мире. Польша занимает третье место по потреблению пива в год, после Чехии и Австрии. Чтобы вы понимали, среднестатистический поляк выпивает пол-литра пива через день. Интересно, что в польских пабах к пинте пива часто добавляют сладкие сиропы. В Польше произошла самая большая подводная свадьба в мире. Масштаб этого рекорда поражает, потому что на церемонии, которая длилась 18 минут, присутствовали 303 дайвера, местный священник, лицензированный водолаз и, конечно, жених и невеста. Ева и Павел. Супруги и священник общались друг с другом под водой, используя водонепроницаемые тексты и язык жестов. А сама церемония произошла в маленьком городе Явожно, между Катовицей и Краковом. На этом страны рекорда Гиннесса не заканчиваются. Поляк Хенрик Скаржинский может похвастаться сразу двумя рекордами, создав самую большую коллекцию улиток в мире и собрав наибольшее количество людей с ушными имплантами в одном месте. И на самом деле это было сделано не просто так, а для повышения осведомленности о том, как ушные импланты могут помочь людям с потерей слуха. Самый большой танец полонез произошел тоже в Польше. Он состоял из 588 человек и был исполнен в городе Слупце в 2018 году. Кстати, полонез – это польский торжественный танец шествия, который в прошлом был популярен среди дворянства, а сейчас является неизменным элементом польского выпускного бала. На данный момент в Польше насчитывается 979 городов и более 43 тысяч деревень. Вторая мировая война началась в польском городе Гданьске, а точнее на полуострове Вестерплатте. Именно там были первые жертвы войны, чему и посвящен местный памятник. А в самом Гданьске находится музей Второй мировой, который никого не оставит равнодушным. Пицца в Польше уникальна, как и страна. На самом деле пицца, или правильнее запеканка, это багет, который подают сыром, грибами и другими начинками, заправленными соусом. Очень вкусный, но вредный стритфуд. Штраф 500 злотых за то, что вы не держите обе руки на руле автомобиля. Да, это не шутка. Так что будьте внимательны и придерживайтесь указаний патрульных, если вас остановят. Первая польская кулинарная книга, которая сохранилась до наших времен, была издана в Кракове в конце 17 века. Ее написал Станислав Чернецкий, придворный повар князей Любомирских. Поляки, как и украинцы, не могут представить Рождество без Кевина на телевидении. Уже долгое время фильм «Один дома» является одним из символов Рождества. Первая женщина, получившая Нобелевскую премию, да еще и в двух разных сферах, физики и химии, была полькой. Эта женщина открыла два важных химических элемента, один из которых, между прочим, назвала в честь своей родины – Польши. Да и в целом сделала огромный вклад в науку ценой своего же здоровья и жизни. Конечно же, я имею в виду Марию Складовскую-Кюри. Польская конституция была первой в Европе и второй в мире, после США. В Польше находится скала с названием «Слоновья задница». И на самом деле украинский вариант мне нравится даже больше – «Слоняча дупа». Выглядит и вправду соответствующе, и да, название не так давно поменяли, но сам факт остается забавным. Название страны Польша означает «земля полян». Само же название племени, вероятнее всего, происходит от слова «поле». Поляны – жители полей. Это логично, потому что и в прошлом, и сейчас поляки жили и живут на равнинных территориях. Считается, что почти 70% мировых ювелирных изделий из янтаря являются польского происхождения. Только в Гданьске, так называют мировую столицу янтаря, ежегодно перерабатывают около 100 тонн драгоценных камней. Если вы любитель музыки, то этот факт специально для вас. Каждый год в Польше проходит фестиваль Poland Rock, крупнейшее некоммерческое мероприятие в Европе. Входной билет покупать не нужно, каждый желающий может присоединиться бесплатно. К слову, ежегодно фестиваль собирает почти 500 000 зрителей. Самый древний сыр в Европе производили вблизи Варшавы еще 8000 лет назад. Аэроскоп
Первую в мире ручную кинокамеру создал и запатентовал поляк Казимierz Прушинский. А Генрик Магунский сделал большой вклад в создание рации в 1940 году. Известный фильм «Матрица» сняли в 1999 году сестры Вачовски, тогда еще братья Вачовски. Да, оба брата поменяли пол. Сначала Лорен стал Ланой, потом Эндрю стал Лили. Вачовски родились в польско-американской семье, и хоть они не жили в Польше, я все же решила поделиться этим фактом с вами. Самая длинная река Польши – это, конечно же, Висла. Ее длина 1047 километров, и это даже больше, чем расстояние между самыми дальними точками на карте Польши. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет почти 29 лет. В среднем одна полька рождает чуть больше одного ребенка, что на самом деле снижает численность населения Польши. Пишите в комментариях, какой факт о Польше вас удивил больше всего, и переходите смотреть первую часть. Там вас ждет еще 35 не менее интересных фактов о Польше. Ссылка появится на экране через пару секунд. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Пока!